Друзья, всем привет, на связи я, вы на канале, где мы общаемся про моноколесо и все, что с ним связано. Как вы уже поняли, скорее всего, из названия, в этом видеоролике речь пойдет про то, как меня сбили на пешеходном переходе, как меня автомобиль зацепил, лучше, наверное, такое слово сказать, на пешеходном переходе, потому что, несмотря на небольшие скорости, в принципе, я удержал равновесие и даже не упал, но осадочек, как говорят, остался. И сейчас я вам включу это видео, вы обязательно посмотрите, там без каких-либо вырезок, вот все, что у меня было заснято на GoPro, это около 20 минут, все от начала до конца посмотрите, буквально пара ремарок, пара тезисов, чтобы вы понимали, что там вообще происходит. И самый главный тезис этого видеоролика, самая главная мысль, которая в моей голове не состыковывается, это тот факт, что люди, не разбираясь в чем-то, да, не будучи в чем-то уверенными на 100%, они пытаются доказать тебе, что ты не прав, а не они. Возьмите какого-нибудь там вахтера или охранника в торговом центре или в магазине, который бежит сломя голову, когда вы там фотографируете какую-то морковку. Нельзя фотографировать в торговом центре. Я не ищу контент, я снимаю это для того, чтобы себя как-то обезопасить. Не только на ПЧ, но и в том числе на тротуаре. Нужно отдать должное полицаям, потому что после звонка, во время звонка, сразу уточнили, нужна ли кому-то скорая помощь, и, чтобы не соврать, наверное, полиция приехала в течение, наверное, 8 где-то минут, может быть, чуть больше. Еще один важный момент, который вам нужно помнить при просмотре этого видеоролика, что первые 6 секунд я стоял 2 ногами на зебре, не на тротуаре, а уже на ПЧ на зебре, и ждал, пока меня кто-то пропустит, пока мне кто-то моргнет. Итак, давайте посмотрим. Это обычный перекресток, 2 полосы в одну сторону, 2 полосы во вторую сторону и поворот налево. То есть конкретно автомобиль двигался по проезжей части, подъезжал к перекрестку и перед ним пропускал автомобиль, который поворачивает налево, и, соответственно, он тоже полностью остановился в 0 скорость и пропускал поворачиваемый налево автомобиль. Увидев это, я прикинул, что у меня есть около 4 секунд, и после 6 секунд стояния на зебре я решил перебраться на противоположную сторону дороги. Что из этого получилось? Смотрите. Вы извините, конечно, меня тоже. Я тоже извиняюсь, но ехать нельзя. Это не велосипед. Пешеходный переход. Девушка, это не велосипед. Но вы должны переходить. Девушка, это не велосипед. Это считается, если вы подучите правила, просто на будущее вам. Ничего страшного, выпрямите, пожалуйста. Это считается пешеходом. Оно не внесено в правила дорожного движения. Оно считается пешеходом. Вы читали правила? Да, у меня 16 лет. Уже внесли. Нет, только приняли. И вы должны пешеход, а теперь Девушка, послушайте, я как водитель, мы можем вызвать ГАИ. Запомните, через пешеходный переход. А полицию. Вы должны переходить пешком. Он пешеход. Нет. Ну, а давай, вы хотите заплатить мне за зеркало? Девушка, я вызову его. Девушка. В чем проблема? Да ничем не проблема. В том, что это пешеходный переход, он въехал в меня. И тебе рассказывают, что, оказывается, это не правило дорожного движения. Ты должен пешком идти, по пешеходному переходу. Мужчина, ну вы не нервничайте. Я вас что, кричу или что? Принца вообще, я ходи пешком. Смотрите, просто на будущее вам и вам на тоже. Будущее вам. Вам на будущее вам. Я не психую, ничего, все нормально. У меня 16 лет, водительские права. Я прекрасно Смотрите, понимаю. и вам, пешеходный я переход, услышал вас. переходить ногами. Мужчина, я услышал вас. Можно я скажу? Давай. 2 секунды, и я уйду. Это по законопроекту, который приняли неделю назад, только приняли, что электротранспорт будет вскоре приравниваться к транспортному средству. Это еще не приняли, поэтому на сегодняшний день
транспортным Давай. средством ТС считается только что? Что? Велосипед. Правильно? Ты не на ногах на своих идешь. Это Пешеходный считается... переход это переходить считается- ногами. Смотрите, Ногами. мужчина. На самокате так Мужчина. само нельзя На самокате переезжать. нельзя. Мужчина. Это... Молодой человек, если вы виноваты, извините, что вы виноваты, вы вы не можете правы. вызвать полицию. Я Девушка, вызываю. Вы смотрите. хотите мне поремонтировать Мерседес? Девушка, Вы сейчас поремонтируете смотрите, его. если У меня бы- есть регистратор. Девушка, у меня тоже есть. Девушка, если бы это считалось транспортным средством, да, как самокат, вы говорите, как велосипед, который должен спешиваться и переходить по пешеходному переходу, то бы ему было что? Запрещено двигаться по тротуару, как пешеходу, если бы это было транспортным средством. Что вы еще расскажете мне? Ну, что спрашиваете? Все расскажу. То есть все максимально просто. Если это транспортное средство, ему запрещено двигаться где? По велодорожке и по тротуару. Правильно? Правильно. Что еще? Если это не транспортное средство, а считается пешеходом, оно считается пешеходом, потому что я могу двигаться и в метро, и в торговый центр заходить, то я не обязан спешиваться не на пешеходном переходе. Мотоколесо и Да. электросамокат теперь Да. определяется как транспортное средство. Девушка, Соответственно, девушка, вы на пешеходном переходе девушка, не были в кричите. транспортном средстве и Девушка, врезались в не автомобиль, а кричите. должны были ехать. Посмотрите. Откройте правила дорожного движения. Девушка, посмотрите, какой даты эти правила. 31 марта 23 Девушка, года. ну что вы кричите? Ну потому что вы мне рассказываете какую-то Это херню. законопроект, который Зеленский только подписал, который еще не внесен в правила дорожного движения. Все максимально просто. Вызывай, я поняла. Все максимально Вам просто. щас объяснят. Вы можете просто-напросто позвонить на горячую линию 102, 102 и спросить, друзья, Хорошо, если сейчас не скажу другое, что вы будете мне тут рассказывать? Что дальше? мне регистратор. будет? Ну, я тоже И регистратор, и все. Вы даже, смотрите, вы даже если пешеход, который вступил, у нас как считается, кого вы должны пропускать? Когда Пешехода, но пешеход, вы не шли по пешеходному переходу, вы ехали. потому что это считается пешеходом. Если бы это не считалось пешеходом, где я должен был бы двигаться? По дороге, правильно? Да, но вы должны Нет. были идти, не ехать. Это Нет, скорость другая, я когда вы идете смотрите, и девушка, едете. девушка, я не хочу вас обидеть, ваши водительские права и все остальное. Если бы это считалось транспортным средством, как вы говорите, вы правильно говорите, Вы не имеете права на нем ехать. Вы не я, имели права на нем смотрите, ехать. я бы не имел права на нем ехать по тротуару и должен был обязан Я ехать. обязан идти пешком. Девушка, я бы должен был и обязан ехать где Я передвигаться? вызываю полицию. По ПЧ, по проезжей части, правильно? Правильно. Молодой человек, вы рассказываете совершенно другое. Ну, если я другое рассказываю, я рекомендую вам просто на будущее изучить правила дорожного движения, обновить свои знания. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я їхала і на пішохідному переході, коли моя швидкість була на мотоколесі, не на ногами, на моноколесі. моноколесі. В мене врізався ось людина і розказує, що я верблюд. Ну так, своїми словами. Она не пропустила меня Я на їхала пешеходном на переходе. автомобілі, але по пішохідному переходу люди Та мають мене йти регулюють. пішки, а не їхати на транспортних засобах. Вы, Ні, він в повному порядку, просто моя машина не дуже в порядку, тому що він йшов, а не дівчина, їхав. І він дівчина. просто в'їхав. Більш того, ви їхали в мій бік. Дівчина, ви дізнаєтесь у поліціянта, чи рахується моноколесо транспортним засобом і все. Молодий чоловік, дивіться, тут він просто дуже патріот якийсь, і розказує, що мотоколесо. Моноколесо. Я не знаю, готель Братислава. Так, Ні, Мені не потрібно. Мені не потрібно. Дякую. мої марки автомобіля Mercedes-Benz. Ні, він в мене в'їхав, тому що він їхав по пішохідному переходу. Молодий чоловік, давайте я вам що поясню. Він їхав мені в бік автомобіля.
бік, ви розумієте? Давайте я поясню Я йому. переїхала пішохідний перехід, він в мене в'їхав. Давайте Він я розказує, поясню що він йому. мав їхати. Можна я вам поясню, бо дівчина трохи нервує. Що ти? Як мені подивитися? Андрія Малишка 1. Нікому не потрібно, крім мого автомобіля. Мені поки що не потрібно. Починається, ви казали, тут навіть був свідок, що вам не потрібно, а тепер, коли ви розумієте, що ви Давайте не я праві... можна на громко гучний Ну, зв'язок включіть, я йому Да, поясню, дивіться, в чому людина проблема. тільки що сказала, нічого не потрібно. Коли тепер він Поки що не розуміє, потрібно. Він порушив правила, Да. він каже, поки що не потрібно. Поки що не потрібно. Швидка не потрібна. Каже, що не потрібно. Швидка не потрібна. Якщо хочете, я поясню, в чому проблема і чому дівчина нервує. Ну, скажіть, будь ласка, ну як таке може бути? Ну навіщо ви могли вибачитись, ви не праві, Дівчина. ви навіть почали розказувати щось не так, а коли ви зрозуміли, що ви Дівчина. не праві, тепер кажете, ну напевно не потрібно. Так Дівчина, напевно, що? ви напевно не потрібна швидка. Він Так про ви швидку вас? Да, ви сказали, спочатку не потрібно, тепер поки Якщо, що не потрібно. якщо через 5 хвилин я почну теряти сознання, да? Я теж хочу. Да? То все может быть. Алло. Ну, сейчас буду уже. На Дарнице сейчас. Девушка на пешеходном переходе не пропустила. Сейчас. Как я могла вас пропустить, если вы въехали, ваша скорость была, когда я уже в бок вы въехали? Да, да, у Даже я меня вас не пропустила. GoPro включено было. Ладно, давай сейчас скоро. Куди ж я вас не пропустила? Ну ви навіть скажіть, дивіться, якщо в яку Дівчина. частину автомобіля ви в'їхали, як же я вас не пропустила? Скажіть, будь ласка. Дівчина, дивіться, поки у нас є час, да, вони ще їдуть, да? Дивіться, щоб ви просто розуміли, що я не якийсь, дивіться, посвідчення водія, бачите? Дата, повна інформація, дата видачі. Дата видачі 2006 рік. Знизу, бачите? Скільки з 2006 року? Може це навіть більше, ніж у вас? Респект. Тому, Так, що ж ви не на автомобілі? тому що автівка в мене стоїть під домом, а я відпочиваю. Дивіться, ще раз кажу про те, що це без всіляких там якихось криків, орів. На сьогоднішній день моноколесо не є транспортним засобом. Тому я на ньому як пішохід маю право їхати переміщатися по тротуару. А раз я пішохід, то я не повинен на ньому Це спішуватися. ще я гальмувала. Це я розумію, що було Ви знаєте, таке, що я гальмувала. взагалі дуже здивувався, чому ви поїхали. Ну тому що ви не пішохід. Ви я Взагалі? Почекайте, я почала рух, коли Ви я мене, приїжджала- ви мені що, хотіли задавити мене? Ні, я не хотіла. А навіщо ви поїхали, якщо ви мене бачили? Чи ви не Ні. бачили? Почекайте, коли я в'їхала на пішохідний перехід, вас ще не Ви було, чому ви в'їхали стояли вдвох. і потім, коли ви мене побачили, почали Ні, їхати? Ви задавити Того мене не було, хотіли? Тому що тому що той Ви людина, бачили що була мене? ззаді, він також Ви це бачили бачив. мене? Ви бачили мене, коли я підходив? Просто підходив. Бачили? Ви не підходили. Чи ви ні? Я розумію. Ви бачили, що людина, велосипедист, людина, мама з коляскою. Ваша швидкість була... Дівчина. Коли я почала Дівчина. виїжджати на пішохідний перехід, ви ще були на тротуарі. Дівчиня, я розумію, зрозумів. Ви бачили, що я підходив до пішохідного переходу. Не, почекайте, рух вважається тільки тоді, коли пішохід вступив на перехід. Коли я почала Зрозумів. рух, ви ще не були на пішохідному Ви переході. бачили, що я підходив до зебри. Так Я і ні? мала право Я їхати по зрозумів, пішохідному я переходу, якщо зрозумів. на пішохідному переході Так, не було так, пішохода, так. його не Я було. зрозумів. Ви поїхали, коли я Я вже почала зрозумів. рух. Ви бачили, що я підходив до зебри. Я не маю згідно правил зупинятися раніше, ніж ви ступили Дівчина, на пішохідний ви перехід. бачили мене? Ви бачили, так Я чи ні? Я покажу все поліції. Ви бачили мене чи ні? Покажемо все поліції. Якщо ви бачили, то
Я допускаю, що ви мене Я хотіли вас не задавити. бачила, тому що ви Якщо ви не коли я бачили, переїхала ви знаєте, пішохідний що перехід. машина, автівка, є транспортом повищеної опасності. А то що ще ви скажете? И поэтому, когда вы садитесь за руль, Так вы в том-то и должны... дело. А когда вы идете, И вы вы- считаете, что вы понимаете, вы сейчас вместо того, чтобы извиниться, вам сказали, вам человек Девушка, сзади, который был, девушка. сказал, что вы не правы, а вы Девушка. рассказываете вот так вот. Как Девушка. вы можете так говорить? Смотрите, вон стоит машина, она права. Ну просто, раз у нас есть время. Вон машина стоит. Не, слушайте, мы можем тут долго разглагольствовать. Машина стоит, она права? Это ее право, что она Нет. неправильно запарковалась. но это Знак её- видите сверху? Видите. Поэтому молодой человек, я могу допустить, что молодой человек тоже немного не знает правил. Что вы говорите? Да. То есть мы все дебилы, а вы один прав, да? Я этого не говорил. Ну, походу, вы так считаете почему-то. Ну, это вы так считаете. Ну, Если вы понимаете просто в чем проблема, что каждый водитель, и я в том числе, он уверен в том, что он может не знать. И вы на что я сегодняшний... могу не знать? Но вы не знаете, что моноколесо на сегодняшний день не является транспортным средством. И поэтому я, как пешеход, единое целое. Так, По а почему, зебре? почему вы тогда не остановились перед пешеходным переходом, не убедились, согласно правилам движения, пешеход Девушка. что должен делать? Остановиться, убедиться, Девушка. что транспортный засоб остановился и начинать движение. Девушка, не кричите, я хорошо слышу, я стою от А вас. что ж вы не знаете таких правил, как пешеход? Смотрите, вот это вот GoPro, да, оно пишет. Если вы посмотрите, ну, вы, там, полиция посмотрит, ну, чтобы не соврать, перед зеброй на тротуаре я стоял 6 секунд. Я пропускал всех. Потом, когда я увидел, что вы остановились, вы пропускали левый поворот машину, правильно? Левый поворот машины. Решили в меня ехать. И я решил вас въехать. Вы стояли вон там. Я решил, когда... Я могла стоять вот там, если стояла здесь. Вы решили Девушка, в меня ехать. девушка, когда машина проезжала, я решил перейти в зебру. А вы Молодой человек. увидели меня В и смысле почему-то перейти? решили... В И смысле почему-то перейти? решили В задавить. смысле перейти? Я вообще не понимаю, как Молодой человек, можно... В смысле перейти? Я вообще не вы понимаю. ехали. В смысле перейти? Девушка, ну не кричите, ну я Ну как нормально значит слышу. перейти, если вы ехали? Ну не кричите, мы нормально Вы слышим. ехали, что ж перейти? Не кричите. Не кричите. Что вы кричите? Ну так а что вы рассказываете про перейти, если вы ехали? Ну чего вы кричите, я не могу понять. Я что, какой-то это, невменяемый или что? Ору Зачем на вы вас. рассказываете о том, что перейти, если вы ехали? Ну я ору на вас или Ну что? вы ехали или шли? Ну чего вы Вы кричите? же ехали, вы это Чего вы подтвердили, кричите? что вы ехали. Чего вы кричите? Что вы кричите? Вы подтвердили, что вы ехали, а теперь рассказываете, что вы шли. Девушка, Вы каждые 5 Ну, не минут кричите. меняете какой-то диагноз. я ничего не меняю. Ну как, вы то ехали, то шли. Я ничего на вас не кричу. Здравствуйте. Ну, чувак въехал и рассказывает, что по этой штуке надо ездить на этой херне. Девушка. Он рассказывает, человек сзади остановился и говорит, вы же в нее въехали, вызвали. вызвала. А он говорит, так эта штука, оказывается, в ней нужно ездить по пешеходному переходу. Девушка. Я адекватный, вменяемый человек. денег ты посчитал? Я ничего не кричу. Да. И он мне сразу И говорит, не вы надо- выверните зеркало. А что вы это? Слышь, у меня же механизм Потому что вы сломался. дальше начали ехать. Я не начала куда ехать, я тормозила и так еще. Девушка, ну не Молодой кричите. человек вышел сзади, говорит, ты что вообще этот? А он говорит, так это ты не правила дорожного движения, мы все не знаем. И на этой штуке, оказывается, по пешеходному переходу нужно ездить. Девушка, я стою от вас в метре. Менты где? Не надо кричать. Едут где-то. Я И нормально молодой человек слышу. постоянно меняет свое мнение, то ему не нужна скорая, то говорит, сейчас не нужна, а может через 5 минут будет Когда нужна. вам полицейский говорит на громкой связи, нужна ли скорая, Вы сказали, говорю, мне не нужна. я говорю, на данную Что, не было секунду видно не машину? нужна. А зачем Смотрите, мне ехать? Можно я молодому Ой, человеку сейчас, объясню? сейчас это интересно. Ну, я просто объясню, как я это видел, да? Я еду, подъезжаю к зебре. Все снимает, стою около 5-6 секунд, жду, пока меня кто-то увидит и пропустит. Моргнет, не моргнет. Девушка вот на вашем месте остановилась, пропускала левый Я поворот. Ну, остановилась девушка, не там. Зачем вы рассказываете? пропускала левый поворот. Я, понимая, что как водительское удостоверение на 16 лет, я показал девушке, понимая, что это около 4 секунд для того, чтобы оказаться на той стороне. Машина повернула, Стояла или нет? машина стояла. Машина повернула левый поворот. Я стал двигаться. К моему огромному удивлению, это у меня в первый раз в жизни такой, девушка поехала на меня. Как я бы поехала на вас? Кто машину въехала? Вы или машина у вас?
Он в меня, я еще он в меня врезался, посмотри, как я могла в него въехать. Я бы въехала передом, ну, если бы я девушка. въехала в вас, я въехала мордой машины. Какой частью я вас могла въехать? Девушка, не кричите, ну что вы... ну, Я ну, вас могла зеркалом в вас въехать? Девушка, я адекватно вменяемый человек, не нужно кричать, что вы нервничаете? Ну так вы просто голову включите, вы же водитель. Как я могла этой частью автомобиля в вас въехать? Ну что вы кричите, я не могу. Ну потому что вы говорите еретику. Ну я что, ору на вас? или Скажите, что? пожалуйста, как этой частью автомобиля я могла в вас въехать? Девушка, вы можете не кричать? Чего вы нервничаете? Я не понимаю, я что вам... Ну, так вы в машину ехали или нет? Вот на этом месте примерно, ну вот где след, да? Вот вы ехали, вот. Где ну грязь, да, стерта. Меня передней фарой и боковым, ну, крылом. Вот это... Какой фары? Какой? Смотрите. Зачем вы убираете с места там, где-то оно стояло здесь? Девушка, Поставили на девушка, место. да, я поставлю, я могу прислонить, если хотите. Смотрите, вот тут вот, видите, стерто немного. То есть передней фарой и вот этим боком девушка меня снесла. Куда вас снесло? Что, с зеркалом? Каким не знаю. Зеркалом просто рукой загнулся. Пап, он сюда, он уже вот так, он врезался вот сюда и вот так вот ложился. Зачем брать? Так, Девушка. вызывай. Я вызвала. Вы, главное, не кричите, потому что главное, чтобы все целые, правильно? Правильно? Или нужно было, чтобы я головой об асфальт треснулся? А? Правильно я говорю? Или неправильно? Не отвечаю на компрометирующие вопросы. Ну вот, видите? Потому что все решается максимально просто, и не нужно кричать. А де куди ви? Ну от він мені в'їхав в цю частину автомобіля. Отак от. Я сьогодні. І йому людина, яка запаркувала ззаді, я просто спочатку розхвилювалася, взяла номер. Йому кажуть, що ви ж просто, вона пропускала, він просто виїхав і поїхав сюди. І я ще його помітила, ну вже так він скосила, тому що швидкість була ніяка. Він в'їхав і розказує, що так не було. Що по пішохідному переходу, він каже, треба їздити, а не ходити. Як це таке може бути? Це нормально. Тобто на цьому штуці треба їздити по ній, а не ходити. Хотите услышать? У вас камера снимает, да? Да. А можно не показать? Так у нее тоже регистратор есть. Я сейчас не могу, пока мы общаемся, как я вам покажу. Она Показывайте, снимает. Ні, да покажи. Включи телефон, якщо ви хочете, щоб ми знімали. Покажи, ну хоча б бачите. Пусть девушка Да показывает. нет, показывайте, чего? Ну, ну, у меня Подождіть, снимает сейчас, подождіть, как я вам давайте покажу. Давайте заспокоїмося. Все Давайте в нормально. першу чергу, що дивіться, в чому взагалі суть? Що ми хочемо на даний момент? Ми хочемо оформити ДТП. Не мы. На этом моменте у меня села GoPro, потому что я целый день и до этого катался, это уже были остатки аккумулятора. Разрядилась GoPro, пока я подключал поwerbank к нему. Полицейский отвел девушку в сторонку, да, к своей машине, и что-то там они там буквально минутку пообщались. Посмотрели они на камеру, которая сверху на столбе висела, да, которая была направлена на перекресток. И буквально через 2 минуты они вернулись, и после этого через 2 минуты девушка уже подошла, собственно, извиняться. Продолжение видео. Показал молодому человеку. Сфотографировать можно ваше? А ваши можно? Ну, если хотите, могу, да, сфотографировать. Не, просто в какой форме вы хотите, чтобы я перед вами вибачилась? І встала Дивіться, до сторінки я можу Ютуба, или як? поліціянтам показати посвідчення. Так. І паспорт, і Ні, посвідчення. показували ж, так? Да, да. Скажіть, будь ласка, ви кажете, я хочу, щоб я перед вами, в якій формі ви хочете, щоб я перед вами вибачилась? Вибачте, будь ласка, що я вас не пропустила на зебрі. Вибачте, будь ласка. Ну, почекайте. Що я вас не пропустила на зебрі, і все. Ні, це дуже, завтра це буде використано проти мене в суді. За те, що ви почали, що ви їхали на зебрі, на колесі, коли рухались на колесі, на моноколесі по зебрі, коли мали йти пішки, і врізались в мій автомобіль. Але я не маю претензій до того, що ви врізались в мій автомобіль. Я вам Нема просто рухатись. знімаєте, та все, завтра це буде. Зате я не маю до вас претензій за те, що ви врізались в мій автомобіль, коли їхали по зебрі, не йшли. Дівчина, За адресою Малишка 1. будь ласка, щоб не затримувати людину, поліціянтів, бо я розумію, в них отак от справ.
Я вибачилась, так як І щоб вас не затримувати, просто моє прохання. Велоінфраструктура розвивається. Моє прохання. Не паркуйтесь під знаками, не Я вставайте. паркуюсь. Ми з вами бачили людину? Я паркуюсь? Та ні, я Ви кажу сказали, на не паркуйтесь, ви показуєте на добре, мене. добре, Щоб добре. просто ще раз, щоб до вас прохання, якщо буде треба потрібний ремонт, щоб ви за нього сплатили. Добре? Ще, будь І ласка, давайте раз. тоді вже Ні, будемо ви, Що ще, будь ласка? ви якось Ні, цей. якось, це мій адвокат. Добре. Ви якось подивіться, будь ласка, при поліціянтах. Ну, при поліціянтах ми не подивимося, Це є ще подивимося на питання станції технічного обслуговування. Да. Бажаю вам гарного дня і по пішохідних переходах рекомендую ходити. Бажаю вам теж гарного дня, Ми- щоб ви більше ніколи не давили Так, дивіться, моноколесників, Дивіться, самокатчиків давайте і пішоходів. Далі, Да. я вибачаюся, казав. Там відшкодування. Давайте тут зразу на місці це питання ми закриваємо. Ні, ну то, щоб я Людина завтра щось. не стала до Ні, я Ютубу дивіться, ні, камера теж пише, просто я Ви до подивились чого- камеру? Я до чого, Ну, це не так швидко, це Подожди, подивиться. да, це черговий, поки надасть цю інформацію. Я до чого веду, щоб потім, да, як водій правильно каже, щоб завтра, післязавтра претензій до нього не було ніяких. Добре. Або ви просто розходитесь тут, жмете, як той казав, друг другу руку і просто розходитесь. І все, нікому ніхто не вийде. Або ж ми оформляємо це все діло, і потім ви там будете вже дивитися і. Ми все, розходимося, але, будь ласка, хай пішоходи ходять пішки. По пішохідному переходу вони мають Дівчина, ходити пішки. ви останні 15 хвилин, начебто мене не чуєте взагалі. Я вас почула, Так. все добре. Я ж вам поясню, що Я не воно дівчина. за- Давно вже. Ну, Я вас зрозуміла. Дай вам, ключ. вам навіть поліціян сказав, що я не Я буду зобов'язаний. перша, хто стане за закон, щоб ви ходили пішки на цю. Я вам так скажу. Все, вам поліціян пояснив, що я не маю обов'язок Ви не маєте до мене спішуватися. претензій? Ні, Ви це фіксували, До побачення. що він не має до побачення, немає до мене претензій. все, працює? Перевіряйте. Все, ми можемо їхати, ми Так, пожали друг подождіть, другу. опять Ще же, нема опять. Претензій ніхто ні до кого В мене до Це неї просто нема. так. Немає. Так, немає. Таня, до Олексія також Ніяких. немає претензій. Павло. Все, будьте обачні, гарного вам дня. Будь ласка, прибирайте автомобілі і ви Все. забирайте моноколесо. Що я маю ще? Можна ваше? Звичайно. Таке відео можна ваше подивитися? Ну давайте. Так, тоді. а ви можете туди переїхати, щоб я зараз Да, тут да. не протичу? А мені можна їхати чи ні? Ви їдьте, так, ви між собою вирішите. Да, а... Друзья, вот такой вот видеоролик у нас вышел, такая ситуация. Как говорят, выводы делайте сами. Я не хочу в чем-то вас убеждать, потому что найдутся те моноколесники, те райдеры, которые все-таки скажут, что любой пешеходный переход, да, любую зебру нужно переходить пешком, везя тот же самый моноколесо, не потому что этого нету в правилах, а потому что это твоя безопасность. Но будучи как бы в здравом уме и светлой памяти, я всем и каждому скажу, что в тот день, конкретно в тот день, я катался около где-то 4 часов, передвигался на моноколесе, я перешел пешком, наверное, около где-то 35 пешеходных переходов, да, по всему городу. И конкретно этот переход, почему я его преодолел на моноколесе? Потому что я не хотел задерживать автомобилиста, который стоял, девушка, которая стояла перед зеброй. Потому что, передвигаясь пешком, в защите, в наколенниках, скорость намного меньше, чем обычного перехода. Поэтому со скоростью пешехода я передвигался по зебре на моноколесе. Как говорят, выводы, опять же, делайте сами, но я хочу вам сказать 3 вещи, которые меня максимально удивило и как моноколесника, и, наверное, даже в большей степени как обычного автомобилиста. Первое. За весь этот 20-минутный диалог водитель
Неважно, девушка, неважно, кто там, сколько у нее права, лет, дней или месяцев, она ни разу не спросила о здоровье, да, а все ли целое. Она ни разу не уточнила про целостность моноколеса, девайса, да, зато она топила про свое зеркало, которое может работать, может не работать, а может быть техосмотр, там что-то вылезет. Ни она, ни парень, который подъехал, не уточнили ни про моноколесо, ни про мое здоровье. Если бы я был на месте ее, все бывает, я бы первое, что после остановки бы задал вопрос: друг, ты целый, живой, синяков нету, ничего не упал там и так далее. Про здоровье и про моноколесо. Первое здоровье, второе моноколесо, а третий момент, который опять же меня очень удивил, тот факт, что даже после того, как полицейский отвел ее чуть-чуть в сторонку, минутку с ней пообщался, показал камеру на столбе, что если сейчас снять с нее видео, ей покажут черным по белому, как это все на самом деле было. Она же не помнит, что она стояла перед зеброй, она не помнит, какой частью машины она снесла. После того, как даже полицейский сказал о том, что я не обязан спешиваться, такого нету в ПДД, все равно она не нашла в себе, водитель не нашел в себе смелости и сил просто сказать три слова, да: извините, что я вас не пропустила на зебре. Человек начал как-то что-то говорить, там, непонятно что, сами это слышали. И лично от себя на закуску добавлю в 5 секундах. Первое: не брезгуйте защитой, даже на небольших скоростях. Не брезгуйте видеорегистратором, его купить можно и на Алиэкспрессе, его купить можно просто за копейки, не обязательно покупать GoPro. И третье, опять же повторюсь, 3D, дай дорогу дураку. Если вы уверены в своей правоте, вы знаете правила дорожного движения, не всегда и не обязательно, что это знает второй человек. Поэтому лучше что сделать? Лучше пропустить. Как всегда, по традиции, если ролик вам зашел, палец вверх. Буду рад услышать от каждого из вас ваш какой-то коммент, вашу какую-то мысль по поводу этой ситуации, этого видео. И до новых встреч в новых видосах. Всем пока.